Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам 10 классных трюков с маслом. И еще, я проверю, что будет, если бросить железный лом в унитаз поезда, если это видео наберет 20 тысяч лайков. Ну и перед тем, как начать, я посоветую вам еще один канал. На нем вы найдете распаковки товаров из Китая, сборки различных электронных устройств, еженедельные конкурсы на классные вещи. Есть целая серия видео, которая посвящена отмычкам к замкам и как открыть замок без ключа. Новые видео появляются абсолютно каждый день. Также автор постоянно публикует отчеты о своих доходах на YouTube и рассказывает, сколько он заработал. Так что, если вам интересно, сколько все-таки можно заработать на YouTube, то обязательно переходите. Подписаться на канал, как всегда, можно кликнув вот сюда или перейдя по ссылке в описании. Но мы начинаем. Разогрейте масло до кипения в какой-то неглубокой емкости. Лучше всего это делать на костре, ибо горелкой будет очень долго. После закипания масла пырсните туда совсем немножко воды. Это вызовет очень бурную реакцию. Эта ситуация похожа с той, когда вы высыпаете картошку на сковородку с маслом. Только здесь есть источник открытого огня, так что будьте осторожными. Если взять обычные резиновые шарики и проткнуть его деревянной шпажкой, то он, естественно, лопнет. Но с помощью масла его можно проткнуть с обеих сторон, и он не будет лопаться. Намочите кончик шпажки маслом и ткните в основание шарика. После этого просуньте ее с противоположной стороны. Друзья будут очень удивлены, увидев такую картину. Масло и вода имеют разную плотность. Налейте в один стакан воду, а в другой масло. Накройте воду картонкой и поставьте на него. Увы, но с первого раза может не получиться. После того, как вы уберете перегородку, сможете видеть, как вода и масло плавно меняются местами. Масло, кроме готовки, можно использовать и в поделках. Нужно налить растительное масло, подкрашенную синим цветом воду в какую-то емкость. Масло нужно доливать до конца, чтобы не осталось пузырей. Получится очень классное море в бутылке. Чтобы сыр при натирании об терку не застревал в ней, смочите ее маслом. Это значительно упростит работу. Наверное, все знают, что такое лавовая лампа. В домашних условиях с помощью обычного масла можно сделать такую же, только самодельную. Для этого следует использовать воду, шипучие таблетки, ну и, собственно, само масло. Первым слоем идет вода, затем масло, но потом кидаем таблетку. Будет очень красиво. Возьмите куриное яйцо, разбейте и откалите маленький кусочек скорлупы. Тарелку смажьте маслом и на край покладите кусочек. Он будет крутиться словно на моторчике. Золотые или металлические цепочки часто запутываются, их сложно распутать. Смочите цепочку маслом, тогда она очень легко распутается. Для 9-го трюка нам нужен цветной лед и, естественно, масло. Бросьте кусочек льда в него и немножко подождите. На дне будут скапливаться цветные капельки воды. Их размер можно регулировать температурой масла. Я совершил небольшую ошибку в том, что воду украсил гуашью. Наверное, не все знают, что с помощью растительного масла можно отмыть ржавчину на плите. Я думаю, не стоит объяснять, как это сделать. Что ж, вот такие вот необычные способы применения масла я вам показал. Не забывайте, что я проверю, что будет, если бросить настоящий железный лом в унитаз поезда, если это видео наберет 20 тысяч лайков. Это будет знак тому, что вы действительно хотите это увидеть. В общем, если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, на мой ВКонтакте. Всем пока!